Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами разберем наращивание ногтей в форме арочный квадрат. Сегодня мы с вами разберем и постановку формы, и опил, а дальше в следующем ролике разберем уже дизайн на эти ноготочки. Итак, на руках у нас выполнена классическая подготовка ногтей к наращиванию, то есть мы запилили ноготочки, убрали птериги, пробежались праймером, нанесли базовый гель, просушили и потом устанавливаем форму. Для того, чтобы форма более плотная и более правильно стала под ноготочек, во-первых, мы ее подрезаем по форме гипонихия, которая у нас есть конкретно на данном пальчике. И дополнение к этому делаем насечки в районе вростов ногтевой пластины. Именно в точках вроста делаем насечки для того, чтобы хорошенечко заклеить форму, чтобы форма наша стала уже, чем ноготочек. В данном случае я работаю конвейерным методом, то есть установила форму на один пальчик, выложила на него подложку, положила в лампу сушиться и работаю со второй ручкой. Потом, когда достаю из лампы, сразу же форму снимаю. Почему? Потому что форма — это у нас неконтролируемый процесс. В процессе того, когда она сушится, клей может размягчиться, он может расклеиться, форма может растянуться и растянуть нашу подложку. Поэтому лучше работать вот таким вот образом по одному пальцу. А еще плюс к этому клиентка в процессе того, как несет руку в лампу, может форму нашу сбить, сдвинуть, сделать с ней все что угодно. Поэтому для того, чтобы более контролированным был процесс постановки, лучше работать именно вот таким образом по одному пальцу. При этом обратите внимание, форма на квадрат ставится немножечко выше. То есть мы задираем кончик ноготочка для того, чтобы получить глубокую арку на квадрате. А при выполнении подложки нижние направляющие на квадрат мы немножечко провешиваем. Почему? Потому что при поджатии очень велика вероятность того, что кончик ноготочка еще немножечко прыгнет вверх, и тогда нижних направляющих нам может не хватить. Поэтому логика простая: лучше чуть-чуть перевесить и спилить, чем не довесить и не знать, откуда взять. Далее камуфлирующим гелем, в данном случае у меня оттеночек C, ссылочку на него оставлю в описании. Итак, камуфлирующим гелем мы промазываем полностью переход между натуральным ноготочком и нашей прозрачной подложечкой. При этом в районе кутикулы делаем растяжку из материала, чтобы у нас не получилось плотного цвета у кутикулы и не дало полоски при отрастании. И на этом этапе начинаем поджимать. Во время поджатия очень внимательно следим за временем просушки. В данном случае я сушу приблизительно 20 секунд и потом поджимаю. Если вы начнете поджимать раньше, то скорее всего верхний заполимеризованный слой геля у вас поедет по нижнему непросушенному, и у вас получится полости воздуха внутри между слоями материала. Он, конечно, потом досушится, но воздух там останется. Если же вы пересушите материал, то он у вас не подожмется. Поскольку я работаю очень быстро, то у меня 20 секунд проходят тогда, когда я выкладываю второй пальчик на руке. То есть поджимаю я через пальчик.
Ну а далее замесом из камуфлирующего геля и прозрачки, приблизительно 1 к 1, мы выстраиваем полностью архитектуру нашего ноготочка. То есть перекрываем ноготок, выстраиваем наивысшую точку, которая называется апекс, выстраиваем для себя все направляющие, которые нам нужны, и в этом заключается работа на данном этапе. Третьей капелькой поднимаем высоту апекса на ту высоту, которая нам необходима. Чем длиннее ноготки, тем выше апекс. Соответственно, если бы ноготки были у нас покороче, то этого слоя бы не понадобилось. На этом этапе мы уже не поджимаем, потому что у нас арка сформирована, ничего здесь уже не раскроется. Материал у нас бока не разогреет для того, чтобы они расползлись, поэтому поджимать смысла нет. А теперь переходим к опилу. Первым делом на опиле мы выстраиваем для себя боковые стороны. То есть для того, чтобы, глядя сверху, мы четко видели боковые грани нашего квадрата и на них могли ориентироваться. Далее опиливаем зону кутикулы. При опиле кутикулы пилочка у нас наклонена к поверхности ногтя на 45 градусов. Именно этот наклон пилочки сразу же выстраивает нам точку апекс, то есть он отодвигает ее от кутикулы на нужное нам расстояние. А вот высоту апекса мы формируем, опиливая верхнюю арочку. Именно отсюда мы берем высоту. Если у нас получились ноготки высоковаты, то, соответственно, именно с этой зоны мы снимаем лишний материал. При этом следим за тем, чтобы кончик ногтя у нас ни в коем случае не клюнул вниз, потому что клюнувшие вниз квадраты – это некрасиво и, соответственно, не арки. Верхнюю арочку нам нужно хорошенечко закрутить в трубочку. Особенно хорошо в трубку надо собрать боковые стороны, для того, чтобы они именно были круглые, без каких-либо уголков. И в самом-самом конце мы подпиливаем нижние направляющие, которые должны быть параллельны верхней части нашего ноготочка.
Вот такие вот ноготки у нас получились, вышло просто потрясающе, клиентка была довольна до безумия. Единственное, конечно же, на маникюре я ее немножечко поранила, мой косяк, ненавижу маникюр, не умею его делать, поэтому не нужно писать мне, что вы не умеете делать маникюр, я знаю. Но, тем не менее, результатом мы довольны. Теперь будем рисовать. А вот что будем рисовать, вы увидите в следующем уроке. Всем до новых встреч. Пока!